Добрый день, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос Владимиру Путину. Пожалуйста. Моя фамилия Навальный. Дорогой Владимир Владимирович, вас уже несколько лет спрашивают, а вы все еще боитесь произнести мою фамилию. Не бойтесь, я вас не съем. А еще я вам хочу сказать, что вы несете какую-то чушь, когда заявляете, что не хотите пускать оппозицию на выборы, потому что будет Майдан, Украина и все будут бегать по улицам. Давайте я вам более четко объясню, что случится, когда мы придем к власти. Это совсем не страшная картина, а очень даже приятная. Возможно, она даже вам понравится. Во-первых, мы отправим под суд всех ваших дружков, родственников, соседей по даче, сослуживцев и всех, кого вы сделали миллиардерами за счет того, что вместе с ними разворовывали наше государство в течение 18 лет. Вы сами можете получить иммунитет, но только если согласитесь выполнять законы и обеспечите мирный транзит власти. Во-вторых, никто не будет бегать по улице и устраивать Майдан. Зачем? Мы займемся тем, что направим высвободившиеся от коррупции деньги на развитие человеческого капитала. В первую очередь на образование и здравоохранение. В-третьих, ни у кого в России не будет зарплаты меньше, чем 25 тысяч рублей. В-четвертых, мы отменим призыв и введем профессиональную армию, в которой военные будут получать по-настоящему большую зарплату. А те, кто не хочет служить, будут заниматься своими делами. В-пятых, мы проведем судебную реформу, и граждане России, если закон на их стороне, смогут выигрывать в независимых судах у чиновников, у государства и даже у президента России. Но вот сейчас-то на вас даже ведь в суд подать невозможно. В-шестых, мы наконец-то освободим российскую экономику от созданной вами системы бюрократии, разрешений, лицензий, проверок, взяток, поборов. Вот всего того, что не дает стране развиваться. И за счет этого, наконец-то, возникнет экономический рост. Сейчас его нет, и вы лжете, говоря нам о нем. Какая Украина? Какой Майдан? Что вы носитесь с этим Майданом и тычете его в ответ на любой неудобный вам вопрос? Но вы думаете о своей стране и своих гражданах, а пусть украинцы занимаются своими делами. Судя по тому, что за время 4-часовой пресс-конференции вы так и не сказали ничего важного и внятного, вы явно зашли в тупик, и вам просто нечего сказать стране. Уж вы-то точно не можете предъявлять нам такие претензии. Еще раз, как вас зовут? Алексей Навальный. Вы знаете, уважаемый Владимир Владимирович, я понял одну вещь. Это у вас нет программы. Ну так признайтесь в этом и посмотрите мою программу. Она ясная, понятная людям и позитивная. Она реально улучшит жизнь страны. Вы ее почитайте, пожалуйста. Найдете там много интересного. Вы знаете, я много таких видел обращений. И вот то, что показали вот сейчас, это безобразие. Но я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел на экране. Значит, и это вопросы политического характера, чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов. Да, значит, кое-что мы и получили за счет граждан. А что именно? Около 50 миллиардов долларов. Примерно 1/3 из бюджета. И если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца, и, во-вторых, это нужно делать гласно. И мы будем делать и продолжать это делать гласно. Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в Берлинской клинике. Ну, это большая проблема у нас. Она возникла не вчера. Мы много раз об этом говорили, возвращались к этому. Кстати говоря, говорить и заниматься этим начали буквально года 2-3 назад. И, как это ни странно прозвучит, но это факт. Толчком была
как раз очередная прямая линия. С этого момента, собственно говоря, с моей стороны прошел сигнал коллегам, и в регионы, и в правительство начали об этом и говорить. Это сделали предметом обсуждения и предметом внимания со стороны государства на всех уровнях. И это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Я думаю, что в ближайшее время мы просто оформим это решение окончательно.